Еноты – настоящие звезды природы, обладатели загадочных бандитских масок. Их прозвища разнообразные – обыкновенные еноты, еноты-полоскуны, североамериканские, но они всегда в центре внимания благодаря своему загадочному облику. Взгляните на их мордочку. Белая область вокруг черных отметин над глазами создает впечатление некой тайны, а сероватое тело, украшенное светло-коричневыми пятнами, добавляет загадочности. Их ловкие лапы, лишенные противопоставленных больших пальцев, несмотря на это умело манипулируют предметами. По строению еноты больше напоминают лисицу или небольшую собаку. Их длина тела составляет 60 см, а вес до 15 кг. Отличительной чертой енотов являются их лапки. На них находятся вытянутые подушечки. Их отпечатки чем-то похожи на маленькие человеческие ладони. Лапки очень чувствительны, особенно если их погрузить в воду. С их помощью еноты могут определять свойства предмета, без необходимости на него смотреть. Они также любят хватать мелкие предметы и производить с ними разные действия. С помощью цепких лапок зверьки хорошо лазают по деревьям и плавают даже в холодной воде. Отлично передвигаются в полной темноте. Рецепторы на лапках помогают им ориентироваться в пространстве. В ситуации угрозы еноты проявляют агрессию, проявляя сильные кусачие и царапающие движения, иногда издавая угрожающие урчания. Они не стесняются вступать в борьбу с собаками, кошками и даже птицами. В случае, если победа или бегство недоступны, они могут прибегнуть к приему притворства мертвым. Несмотря на свою общительность, в дикой природе еноты предпочитают одиночество, собираясь вместе лишь для спаривания и в период зимней спячки. Смышленные и отважные еноты – маленькие гении выживания, готовые покорить любую территорию. Их история в лесах и на берегах водоемов уступает место новой эпохи городским джунглям, где они стали настоящими мастерами выживания. Приключения енотов в городах – это история успеха. И пока есть места для исследований и пряток от опасностей, они будут на вершине пищевой цепи. Путешествие енота теперь охватывает весь континент, от северных лесов Канады до жарких просторов Панамы. Но это не все. Европейские страны также встречают своих необычных гостей, привезенных в качестве инвазивных видов. А в Японии население енотов быстро растет, вдохновленное домашними приключениями в стиле аниме. Их диета – настоящее искусство приспособления. Волшебные лапы енотов достигают всего, что находится в пределах досягаемости. Они обожают ракообразных, насекомых, моллюсков и многое другое. Однако, как настоящие гурманы, они предпочитают крабовую пищу и легкую добычу, оставляя птиц и млекопитающих в покое. В городах их поиски съедобных сокровищ начинаются с просмотра мусорных баков, где каждый предмет может оказаться угощением. Вот такие умные и адаптивные существа еноты, оставляющие свой след во всех уголках нашего удивительного мира. Еще одна удивительная способность енотов, известная как обливание, придает им неповторимый характер. Обливание – это своеобразный ритуал мытья пищи перед употреблением. В процессе обливания енот берет пищу, осматривает ее и тщательно протирает, удаляя все лишние части, прежде чем приступить к еде. Хотя этот акт напоминает человеческое мытье, растирание пищи под водой у енотов на самом деле имеет свою уникальную цель. Это помогает размягчить защитный слой на их лапах, делая предмет более доступным для внимательного осмотра перед тем, как он попадет в их пищевой рацион. Еноты проявляют выдающуюся хитрость, игривость и иногда даже мстительность. Они умело используют возможности для возмездия по отношению к своим обидчикам, иногда привлекая их в опасные ситуации, например, на тонкий лед или в капканы. Дикие еноты обладают талантом проникновения в дома людей в поисках еды. Им также присуще таскание всего, что плохо лежит, и экспериментирование со вкусом, пробуя на вкус все, что попадается под лапу. Еноты вступают в процесс спаривания лишь один раз в год. И этот период может зависеть от местности, в которой обитают эти зверьки, либо в начале зимы, либо в конце лета. В брачных ритуалах енотов особой церемонии нет. Самка переносит беременность в течение 2 месяцев. Для обеспечения безопасности будущего потомства енотиха заранее готовит 12 нор, предоставляя возможность переселяться. Детеныши появляются на свет в уютных норах и начинают видеть и слышать только на 3-й день после рождения.
В первые месяцы жизни они полностью зависят от матери, которая кормит их до 24 раз в день. Через месяц после рождения детеныши начинают стремительно расти. К 5 месяцам они уже достаточно независимы, способны сами добывать себе пищу. Интрига темного леса раскрывается, когда еноты вступают в контакт со своими врагами. Матери защищают своих малышей, родственники держатся вместе, образуя союзы в лице естественных социальных групп. А мимо проходят хищники, создавая удивительную динамику в этом мире тайн и интриги. Друзья, пришло время прощаться. Надеюсь, что это видео принесло вам радость, приоткрыв для вас чудесный мир этих веселых созданий. Если у вас остались какие-то вопросы, дайте мне знать в комментариях. Благодарю за просмотр. Подписывайтесь на канал для еще больших приключений. Берегите природу и до новых встреч!